Я нахожусь в городе Светлограде, некогда агломерации 3 городов – Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Не все знают, что этот город является центром современного искусства. Его по праву называют вторым Берлином. Сюда съезжаются художники и люди, неравнодушные к искусству со всех уголков мира. Здесь проходят самые влиятельные мероприятия, фестивали современного искусства. Я решила отправиться сюда, чтобы попытаться разобраться, что послужило развитию искусства в этом некогда рабочем городе. Давным-давно, мне даже сейчас тяжело вспомнить, у нас работал завод. Завод был один на весь город, и нам приходилось ходить на работу, зарабатывать деньги. Я скажу, как получилось, что я оказался на заводе. Я ребенком после школы пытался пару раз поступить в Харьковский художественный институт. Но не получилось, не хватило академического образования художественного. Я устроился на завод каменщиком и всю жизнь проработал каменщиком. Все время мечтаю стать знаменитым художником. С заводом была связана вся жизнь города. Он дымил, пылил, гудел. Интересная вещь, что все люди уже за долгое время привыкли к тому, что завод гудел как утром, так и вечером. История нашего города тесно связана с химическим комбинатом, который строился как азотно-туковый. И жизнь нашего города, она вращалась вокруг него, и город был действительно рабочий, и люди жили этим заводом, и люди работали в одних цехах, люди, так или иначе, все крутилось вокруг завода, потому что это моногород. Знаете, это было очень давно. Я, конечно, не такой динозавр, как разные, кто здесь работал. Я Светлоград все же помню как Светлоград, а не как раздельные города. И вот, все у нас работали, там мама, папа работали на заводе, и мне тоже пришлось пойти, потому что, больше некуда, это уже такая традиция была. И думал, куда же пойти, решил пойти на клей. Это не тот клей, от которого мы веселимся. Это всего лишь был ПВА, поливинилацетат, между прочим, гордость наша, потому что он был у нас изобретен. И вот один из дней мы не услышали гудка. Вначале мы подумали, что это произошло какое-то событие, и нам объявили очередной выходной, в этот день не нужен гудок. Потом, на следующий день его тоже не оказалось. Мы уже начали волноваться, думать. Мы не услышали привычный гул. Людям сказали, что можете оставаться дома. Никто не обеспокоился, все обрадовались, класс, выходной, есть лишнее время отдохнуть, выспаться. На следующий день произошло то же самое, то есть опять никто никуда не пошел. Наш завод начал работать с перерывами, с перебоями, отправляли нас в бесплатные отпуска, не платили, можно сказать, по 1,5 года нам не платили деньги, платили какую-то там мизерную, с одного месяца премия, потом с другого, потом с третьего. Очень было трудно. А потом совсем перестали, мы уже запутались, за какие месяцы нам платили, и совсем перестали нам платить. Люди начали бастовать. И однажды завод просто перестал работать. День мне позвонили с работы и сказали, что идти не нужно. Я такой обрадовался и думал, сегодня я не буду бриться. Наконец-таки. Такой я только по выходным мог не бриться, теперь еще в эту среду не буду бриться. И потом, знаете, так, день за днем зарастало. Чем длиннее моя была борода, тем больше я не работал, понятное дело. И знаете, что много людей, которые там работали, тоже стали, кто начал зарастать, особенно молодежь, моего возраста, люди такие не особо любили бриться, это уже старые люди, которые по 40 лет брились, они
и после завода брились, уже когда они работали. Вот. А мы как-то вот так зарастали, так можно было видеть, что город зарастает, и как бы старые люди, наоборот, гладко выбритые, а мы, молодежь, зарастаем. Это была такая деструктивная внешний вид наш. Они говорили: вы что, бомжи, что, вот видите, вот завод упал, и вы сразу потеряли свой образ, свой облик, куда вы скатились. Все, кто занимался свободно от работы время творчеством, оно стало его основной работой. Кто-то мастерил макеты будущих городов, утопических, кто-то делал скульптуру из глины местной, кто-то выводил новые растения, и все занимались таким творчеством. С этого момента как бы у людей появилась куча свободного времени, которое они каждый просто проводил так, как он считал нужным. Я, например, решил навести порядок в гараже. Я работал токарем на заводе и иногда там грешным делом что-то там в карман кидал, какую-нибудь железячку. И так вот скопились они, и там было много пружин, всяких деталюшек. Вот, и как-то вот это ж наводил порядок дома и нашел кучу вот этих пружинок. И сидел, смотрел какой-то фильм, не помню уже какой, в общем, и крутил в руках вот эти пружины. И раз обратил внимание, что что-то у меня, я одну пружину, другую так зацепил, потом так, потом их переплел. Вот. Но это уже был какой-то объект. Это уже было там второй такой пружины, я знал, второго такого не было. И я уже понял, что я создал что-то новое. Я не выточил деталь по чертежу, которому точили такие же токари, только в других городах. Я сделал что-то новое свое. Но так как у нас кроме основной работы, каждый имел свое хобби, занимался каким-то творчеством, я продолжал клеить свои картонные макеты городов будущего и не обращал внимания. И так продолжалось долго, а завод все не гудел и не гудел. И точно так же, как я, например, сосредоточился на пружинах, потому что они у меня были, так вот мой сосед по гаражу, у него в гараже были картоны, бывшие, коробки из картона. Он работал на складе, и вот он когда-никогда тоже там нес домой коробки. И он из этих коробок начал делать тоже всякие там фигурки, какие-то картинки вырезать, аппликации. То есть все начали что-то делать, какие-то, опять же, вещи, которые сами не знали, что это какие-то предметы современного искусства. Сначала все наше творчество вмещалось там в размер наших небольших квартир. Потом мы вышли во двор, на лестничные площадки, на детские площадки и своим творчеством начали занимать основную часть города. Люди их стали выставлять во дворах, на площадках, где-то дома собирать, но некоторые вещи уже просто дома держать люди уже не хотели кому-то показать. Те уличные какие-то инсталляции, они уже начали захламлять. Не то, что там захламлять, да, это искусство, это красиво, но оно уже создавало определенное неудобство. Мы молодые люди, вот наши
творения, не знаю, там скульптуры, картины. Ну, складировали, где и делали, грубо говоря. Сделал на улице, там и оставил, там на пешеходном переходе, там же и оставил, там в подъезде. И как бы для нас не было проблемы. А для людей более старшего поколения, они говорят, что, ну, блин, ребята, так не пойдет, мы тут не можем пройти, мы не можем то. Но и мы все же понимали, что действительно в этом есть и наша вина, и мы собрались вместе с ними, с этим старшим поколением. И тут как-то была даже связь каких-то поколений старшего и младшего, и мы осознали, что это надо куда-то передвигать. И мы ничего лучше как не придумали, что если это производные завода, то, наверное, надо это вернуть назад на завод. Из бывших цехов ну, сами собой стали просто образовываться выставки. Потом это просто превратилось в музей, когда уже прошло определенное время. И так вот каким-то естественным путем, каким-то вообще, то есть и что характерно, никто с голоду не умер. То есть бомжей больше не стало, по мусоркам северодончане и другие жители Светлограда не лазили. К моей одной знакомой приезжала дочь из Германии, вот, и она сказала, что не может поверить своим глазам, что в Северодонецке, в рабочем городе, на Донбассе, может быть такое вот реально собрано невероятное как бы, по потенциалу искусство. И она рассказала своим берлинским друзьям. Ну и так вот через рукопожатие вот эти вот новость распространилась. И так вот, собственно, оно все и произошло. Что такое искусство, мы даже никогда не задумывались об этом. Да и зачем? Ну, мы просто делаем то, что делаем. Там кто-то там выливает, кто-то отливает, кто-то ломает. Вот. И, понимаете, для каждого человека стало вот что-то вот необходимость почему-то вернуться на завод. Не знали как. И решили, что лучше всего вернуться на завод, чтобы там снова творить. Но теперь уже не производить продукцию, а заниматься творчеством. Вот для нас это стало, наверное, самым главным. Почему мы и живем, почему существуем, почему наш завод, вернее, площадя его обретают новую жизнь. Я была поражена чрезвычайным интересом мирового арт-сообщества к искусству светлоградцев. Арт-туризм спровоцировал прилив капитала и развитие арт-рынка, хотя уже сейчас местных жителей пугают большие потоки нелегальных иммигрантов от искусства и работников культуры. Будем надеяться, что Светлоград сохранит свою художественную автономию в составе Украины.